Говорят, что страдания – свидетельство истинности любви. Так что хоть я и избегла смерти, но не лишилась доли любовной. Сердцем непрестанно трепещущим, словно красиво повисшие корни дерева манговиус над речкой, которая берег подмыть стремится. Я страдания разлуки принесу, если туча, дожди начавшая, ныне стала хоть достойна хвалы, будто место, где сердцем щедро раздает колесница, за что и увенчивается повсюду сверкающей славой. Глубже, чем море Марианскую впадину, еще никто не изучил. Ом Саччидананд Парабрахма Пурушоттама Параматма Шри Бхагавати Самета Шри Бхагавате Намаха. Рамешварам – легендарный город. Это один из 7 сакральных городов Индии и самый значимый центр паломничества в Индии после знаменитейшего Варанаси. Название города переводится с санскрита как «место бога Рамы», и считается, что паломничество в Варанаси будет незавершенным без посещения Рамешварама. Но чем же так знаменито это место? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю вам вместе со мной пролистать один из занятных комиксов, который я купил прямо здесь, в Рамешвараме. Жили-были Рама и Сита. Жили они в лесной хижине. Рама охотился, а Сита отвечала за домашний очаг. И были они вместе счастливы и очень любили друг друга. И вот однажды злой демон и царь Ланки Равана, услышав о красоте Ситы, похитил ее, пока Рамы не было дома. И тогда Рама отправился вызволять свою возлюбленную из плена. И именно с этого места и начинается история города. Друг Рамы, бог Хануман, тайно пробрался на остров, где злой Равана удерживал Ситу, и передал Раме ее ожерелье как доказательство, что Сита жива и ожидает своего спасения. Но как перебраться на Шри-Ланку, чтобы освободить Ситу? И тут Хануман призывает свое обезьянье войско, которое из подручных камней сооружает мост. Армия, собранная Рамой, вступает в бой с армией Ланки, а сам Рама в жестокой битве побеждает Равану и убивает его. Затем он освобождает свою возлюбленную, и вместе они возвращаются на континент. У берега героев встречают астрологи, которые сообщают, что Рама совершил тяжкий грех убийства Брахмана, ведь Равана был сыном Брахмана. Грех необходимо искупить, и Хануман вызывается помочь. Он отправляется на Кайлас за лингамом Шивы и просит непременно его дождаться. Шива, тронутый аскезами и великими подвигами обезьяноподобного бога, вручает Хануману 2 лингама. Тем временем, благоприятное расположение звезд для ритуала может поменяться, и астрологи предупреждают Раму, что ритуал надо провести как можно скорее. Времени ждать возвращения Ханумана нет, и потому Сита предлагает наскоро соорудить лингам из песка, что они и делают. Вернувшись, Хануман видит, что его даже не ждали, и приходит в бешенство. Он пытается разрушить песчаный лингам, но у него ничего не выходит. Чтобы успокоить друга, Рама предлагает провести церемонию и у 2-го лингама. По преданию, на месте этих 2 лингамов сейчас и стоит знаменитый храм в Рамешвараме, и именно здесь происходили описываемые в Рамаяне события. В этот храм мы и отправляемся, взяв рикшу. Но, откровенно говоря, он не произвел на меня никакого впечатления. И сам город с его жителями оказался гораздо интереснее пустых коридоров храма. Почему они высоконравственные? Я считаю, вот когда запрещаешь чего-то, человеку этого хочется. Вот у нас пошлятина, порнография там и так далее, и это возведено в какой-то у нас такой культ, потому что по сути своей вот религия наша, она одела людей, то есть изначально это было нормально всегда. Вот пришла религия, одела людей, и это стало ненормально, поэтому люди стали это хотеть, и, соответственно, возвели это в определенный культ. Я считаю, что та религия, которая там, она именно поддерживает фактор высоконравственности этой страны.
Там до сих пор люди поклоняются фаллосу, по-хорошему. Шива в образе лингама. Численность населения города составляет примерно 38 тысяч жителей. Люди здесь занимаются в основном рыбным промыслом, что, в общем-то, вполне закономерно, учитывая близость моря. Город выглядит достаточно мусорным. Западных туристов тут очень мало, поскольку это место мало известно им. Это типичная туристическая Индия для туристов и паломников из Индии. Значимость этого города для индуистов подтверждает тот факт, что ежедневно сюда прибывают десятки тысяч паломников. Однако, скажу честно, что поначалу город нам совсем не понравился. Все-таки, спустя неделю путешествия глаз замыливается, все сливается в один сплошной стереотип, и уже перестаешь обращать внимание на людей вокруг, на их образ жизни, повседневные дела, культуру и традиции. И только на монтаже этой передачи, вновь пересматривая отснятый в Рамешвараме материал, я понимаю, насколько прекрасен и этнографичен был этот город, насколько яркий у него дух и самобытность, насколько интересен он своими улицами и людьми. Только сейчас я понимаю, что в каждом переулке нас поджидало какое-то маленькое представление, священнодействие и нечто сакральное, уходящее корнями в вечность. Стоило лишь меньше обращать внимание на себя и на свой беспокойный ум, вечно страдающий от недостатка все увеличивающихся ожиданий. Чтобы заглянуть вглубь, нужно убрать мишуру, а мишура, она является самой яркой. В принципе, здесь играет роль бедности мусор в виде мишуры, и все смотрят, к сожалению, только на это. Поэтому разглядеть в этом духовность так же сложно, как разглядеть духовность за золотыми иконами и куполами наших храмов. Напомнил поклонение золотому тельцу, потому что корова, точнее бык, судя по определенным, так сказать, отличительным особенностям, это просто не покрашенный золотой телец, они хранители старой религии. То есть вот то, что Моисей говорил, не поклонить золотому тельцу и разбивал заповеди, вот он как бы переводил из эры тельца в эру рыб. Вот они остались в этой эре тельца. Вот они, я понял, почему они плохо живут. Потому что они не поклоняются рыбам. Пытаясь, во-первых, понять индуизм, нужно знать легенды. Это первое, что нужно сделать перед походом в храм. То есть почитать хотя бы, чтобы понимать, куда ты и зачем идешь. Вот. Наш экскурсовод, индовед Влада рассказывал нам легенды, достаточно интересные, то есть с которых можно вынести, что боги обладают человеческими качествами обычными, то есть они как бы не поднимаются этим над людьми, то есть они ревнуют, они изменяют, они там дерутся, они танцуют, они такие же, как люди, то есть по-хорошему, только они обладают какой-то сверхъестественной силой. То есть одно то, что есть легенда, почему у Ганеша слоновья голова, говорит об этом. Почитайте, кстати, очень интересно. Позаботившись о своей душе, паломник-индуист должен почтить и память предков. Делать это необходимо хотя бы раз в году. В индуизме также существует понятие рая и ада, как и в христианской метафизике. Это, однако, не мешает индусам верить в перерождение, поскольку ад и рай представляют из себя такие же миры, как и наш, в которые душа переносится в зависимости от накопленных санскар. В этих мирах она может пребывать какое-то время, чтобы очиститься, как, например, в аду, или, напротив, воссоединиться с Богом для пребывания в гармонии с Ним. Однако, спустя какое-то время, если понятие «время» вообще уместно в таких концепциях, душа вновь возвращается в одну из вселенных, чтобы получить материальное тело и заново испытываться неведением майи. Если человек забывает о своих корнях, то его предки, которые еще не успели переродиться и которые навещают его раз в году, будут сильно расстроены из-за этого, и это принесет им страдания. Некоторые из них могут даже мстить или создавать в судьбе такого равнодушного потомка определенные трудности. Поэтому огромное значение имеет ритуал, регулярно проводимый в Рамешвараме, который называется Шрадха. Основной целью Шрадхи является защита и поддержка душ умерших предков в тонком мире до того, как они снова воплотятся в материальном.
Шрадха, проводимая в первую годовщину смерти, помогает усопшему родственнику попасть в общество умерших предков. Это в то же время и выражение благодарности своим родичам и предкам за помощь, оказанную в жизни. Обратите внимание, что в церемонии обязательно принимает участие мужчина, глава рода или семьи. Для ритуала готовится 6 пинт или рисовых шариков по числу умерших для отца, деда, прадеда, матери, бабушки и прабабушки. Это подношение предкам. Шрадха проводится только в том случае, если человек, проводящий ее, четко знает имена всех своих предков в 3 поколениях. Поэтому очень важно знать и помнить свои корни, и индуисты уделяют этому огромное значение. А теперь задумайтесь над тем, а знаете ли вы имена всех своих предков в 3 поколениях? В конце пинды омываются водой и оставляются на улице. Считается очень хорошим знаком, если их прилетят клевать вороны. Это будет означать, что предки услышали молитвы и приняли подношение с милостью. Храм Айраватсвара – место, которое мы посетили по дороге в Рамешварам и которое нас очень впечатлило. Этот храм очень древний, построен он аж в XII веке. Для сравнения, самая древняя каменная постройка на территории Москвы – это Успенский собор, который построен лишь в конце XV века. Айраватсвара относится к типично дравидской архитектуре и включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Храм посвящен небесному слону, который является транспортом бога Индры. Легенда гласит, что Айравата появился на свет из скорлупы мирового яйца при сотворении мира, чтобы со своими братьями-слонами охранять и поддерживать мироздание. В этом месте почти нет туристов и паломников, и выглядит оно несколько заброшено. Однако здесь царит спокойная, умиротворяющая атмосфера. Мы прекрасно провели здесь несколько часов своего времени. Все тревоги, сомнения и мысли оставляют здесь беспокойный человеческий ум, наполняя изнутри тела расслабленностью и умиротворением. Возможно, это и есть те самые божественные энергии, которые чувствуют некоторые люди, оказываясь в определенных священных местах. Совершенные пропорции, изящество композиции, высококлассное исполнение скульптур и барельефов, органичная вписанность в пейзаж – главные достоинства храма. Храм с сильной энергетикой, потрясает своей древностью и величием. Хочется задержаться в нем. Туристов не так много, на территории очень чисто. Храм выстроен в типично дравидском архитектурном стиле в виде колесницы. Это место особенно почитается шиваистами. Северная стена состоит из 108 секций, в каждой из которых вырезан шиваистский святой с указанием его имени и перечислением значимых событий в его жизни. Этот храм по сложности исполнения скульптур и барельефов считается одной из жемчужин штата. Неподалеку от храма находится дом и одновременно маленькая мануфактура по изготовлению сари. Наш водитель как бы невзначай предлагает нам сделать здесь остановку. Знаем мы эту заботу о туристах. В
Впрочем, девушки соглашаются охотно, и я решаю зайти вместе с ними в гости. Не сидеть же одному в душной машине. Хозяин дома рассказывает, что это семейный бизнес, передающийся из поколения в поколение. Работники этой маленькой мануфактуры все местные жители. Здесь изготавливают сари, которые затем продают в Чинае. How to say that, Tamilian? Последняя стадия приготовления сари, это нужно посмотреть, чтобы все было хорошо, там все ниточки на месте. Она называется стадия контроля. В итоге перед нами, конечно же, разворачивают товар. Недостатков в цветах тут нет. Сари можно подобрать на любой вкус. Вот только нашим опытным девушкам качество кроя не очень нравится. Торговец, впрочем, и не думает успокаиваться. Видя наше замешательство, он просит своих помощниц принести другой товар. Похоже, он вознамерился не отпустить нашу группу без сари. Цены, впрочем, довольно внушительные. Около 6000 рупий за вещь. Наконец, когда уже пересмотрели не один десяток тканей, и на лице у потенциальных покупателей так и не выразилось и тени заинтересованности, предложение снижается до 600 рупий, то есть почти что в 10 раз. В итоге мы поднимаемся на второй этаж дома. Юра все-таки решается сделать покупку. Он хочет привезти настоящее индийское сари маме в Москву в подарок. Non-spicy. Автор выражает признательность Владе Белимовой за организацию этой поездки и рекомендует ее в качестве надежного проводника по Индии. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Этим вы мотивируете автора продолжать свой труд для вас.